Неравенство мужчин и женщин в Азии, инь и ян. Почему в Азии не зайдет европейская идея равенства мужчин и женщин? Отношения полов в Азии и концепция инь и ян. Китайская философия и европейская повестка о равенстве полов. Концепция инь и ян – ключевая идея в китайском понимании мира и порядка вещей. Все началось с книги «Перемен». Впоследствии Лао Цзы, даосы и конфуцианские ученые идеи развили и углубили. Но мы не будем разгребать даоско-конфуцианские завалы, на это не хватит и жизни. Для нас инь и ян – это прежде всего интересная азиатская экзотика. Но в Азии эта концепция имеет значение при строительстве и выборе названий космических кораблей, в медицине и политике, музыке и живописи. Китай в течение тысяч лет оказывает культурное влияние на всю Восточную Азию. Поэтому в прочих странах региона значение инь и ян сложно переоценить. И, конечно, идеологи этой концепции не могли забыть про мужчин и женщин. Но сегодня мы поговорим о такой специфической стороне отношений, как равенство полов. На простом примере я покажу, почему европейская повестка о равенстве мужчин и женщин в Азии неприменима в принципе. В качестве бонуса вы станете немного лучше понимать своих азиатских подруг. И да, во всем виноваты Конфуций и Лао Цзы. Мужчина и женщина – единство противоположностей. В европейской философии добро и свет противоставляются злу и тьме. Человек стоит перед выбором. Это всегда жесткое «или». Хочешь или нет, но приходится выбирать свою сторону. Именно с таким набором представлений мы пытаемся понять концепцию инь и ян. Именно поэтому эта попытка изначально обречена. Инь и ян – это не или, это и. Если говорить в европейских терминах, свет и тьма друг другу, конечно, противостоят и находятся в борьбе, но они едины и неразрывно связаны. Стоит понимать, что только вместе эти противоположные стихии образуют гармонию. Одно в отрыве от другого немыслимо. Единство противоположностей инь и ян часто рисуют в виде рыбок черного и белого цвета. Согласно китайской философии, абсолютно все предметы, характеристики и явления имеют свой стихийный характер. Инь – это мрак, пассивное, женское, отрицательное, луна, вода, мягкое, внутрь, нижнее. Ян – свет, активное, мужское, положительное, солнце, огонь, твердое, внешнее, верхнее. Мы некоторые характеристики воспринимаем негативно, в Азии к ним отношение другое. Как пример, тот же ветер может нести парусные корабли и становиться ураганом. Но он не может быть плохим или хорошим, все зависит от ситуации, восприятия и оценки. Тьма – это не только отсутствие света, но и ночь, время отдыха, время общаться с женой и делать детей. В концепции инь и ян тигр – это женское начало, дракон – мужское. Тигр и дракон находятся в вечной борьбе, но друг без друга их жизнь теряет смысл. Изображения бьющихся тигров и драконов в Азии встречают повсеместно. Они символизируют, как сложно достигнуть гармонии. Собственно, таковы и есть отношения, борьба без побед и поражений. Важно! В этой борьбе любая победа одновременно означает поражение, потому что победа уничтожает гармонию. Про единство противоположностей хорошо высказался персидский поэт Омар Хайям. «И сияние рая, и ада огни не мерещились на небе в давние дни. Учитель сказал, ты в себя загляни, а ты рай, не всегда ли с тобой они?» Инь и ян в отношениях. В Азии мужчины и женщины воспринимаются как олицетворение своих стихий. Кстати, в европейской культуре есть что-то подобное. Мужчина с Марса, женщина с Венеры. Но мы не задумываемся о глубинном значении этих слов, не сознаем саму идею. Есть только разделение, нет единения противоположностей. В Азии инь и ян друг без друга существовать, конечно, могут, но это будет уродливое явление. По Конфуцию цель человека – служение обществу, и такое служение начинается с семьи и детей. Только так достигается высшая гармония. Очевидно, что без союза мужчин и женщин такой гармонии не достичь. Важно, для достижения гармонии каждый что-то дает и что-то берет. Именно поэтому в Азии неженатый человек воспринимается как ущербный. Нет семьи, ты не служишь обществу. Более того, ты воспринимаешься как неполноценный. Если ты один, ты не можешь достигнуть гармонии. Тут же вспоминается конфуцианский подход важности понимания своего места в этом мире. Каждый должен быть на своем месте. Мы должны адекватно себя осознавать, понимать свои особенности, плюсы и минусы. У мужчин и женщин есть свое предназначение. Если предназначение разное, то мужчины и женщины явно не одинаковы. Европейское равенство в Азии ты не пройдешь. Теперь посмотрим, как выглядит европейская идея равенства полов. Очень часто проталкивается идея про равенство мужчин и женщин как таковых. Речь не про равноправие, то есть равенство права владеть, выбирать, действовать. Мужчина равно женщине. Как вам такое? Насколько далеко зашла индоктринация, может судить по внедрению на Западе названия мужа и жены как родители 1 и родитель 2. То есть разница между мужчинами и женщиной стирается на смысловом уровне. Сейчас вернитесь назад к таблице с характеристиками инь и ян. Поставьте знак равенства между огнем и водой, светом и мраком, солнцем и луной.
Какая-то чушь выходит. Также и в таблице есть мужчина и женщина. Знак равно как-то не ставится. В Азии мужчина и женщина воспринимаются как разные стихии, как борьба и единство противоположностей. Мы взаимно дополняем друг друга. Достижение высшей гармонии возможно только если мы вместе. Собственно, поэтому феминизация в странах Азии протекает иначе, чем на Западе. В Азии происходит уравнивание женщин в правах мужчинами. Та дичь, что творится на Западе, в азиатских странах не наблюдается. Также про то, кто главный в азиатской семье. Мужчина главный и прочее бла-бла-бла. Вспомним про вечную борьбу тигра и дракона. Ни один не имеет однозначного преобладания, потому что сразу нарушается гармония. Именно таков идеал главности в семье. Одни вопросы решает мужчина, другие – женщины. Помните про непрерывную борьбу. И в заключение многозначительные строки древнего китайского поэта Ли Бо. Над заводью навис трехвратный пик. За валом вал стремятся по люце. Скала, что тигр, среди камней притих. Поток, что хвост дракона, сжат в кольце. Не целилай, конечно, но не хуже. Быть может, здесь уду закинуть нужно. С вами был Серпень. Благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами и до новых встреч.